Привет, меня зовут Михаил, и я обожаю утку по-пекински, но ее дома не сделать, к сожалению. Да? Но есть сычуанский вариант, называется ароматная сычуанская утка. И именно это сегодня я буду делать. Мне нужен имбирь, мне нужен бадьян, мне нужна гвоздика, кардамон, чеснок, чили, зеленый лук. Все просто. Режем имбирь, добавляем к утке. Чеснок просто давим и без фанатизма рубим. Добавляем к утке. Я люблю, когда острое, как вы знаете, да, поэтому я беру целиком перец чили. Я, конечно, выну из него зернышки, но это все равно будет довольно остро, поэтому по количеству перца надо смотреть индивидуально. Нарезаю. Все очень грубо, по-рабоче-крестьянски. Дальше. Лук зеленый. Китайцы очень много используют лук в кулинарии. Он дает аромат. Сюда. И ломаю бадьян. Немножко ножом раздавливаю кардамон. И добавляю сюда. Теперь рисовое вино. Если у вас нет рисового вина, то можно заменить хересом или мадерой. Но вообще очень доступный продукт в России. Везде практически продается. Где-то 50 грамм. И соевый соус. Где-то 25-30 грамм. Немножко соли. Теперь я все это перемешаю. Мне надо, чтобы специи и жидкость были вокруг утки, да? Фольга. Убираю в холодильник, ну, минимум 4 часа. Лучше, конечно, на ночь поставить на часов 12. Все. Значит, пока утка маринуется, ее нужно 2-3-4 раза перевернуть. И, собственно говоря, через какое-то время у меня получается вот такая немножко подвядшая, пропитанная специями, ароматами всеми утка. Следующим шагом нужно 1,5 часа ее проварить в пароварке. Я снимаю все специи. У меня пароварка встроенная в духовку, да, поэтому немножко проще. Но даже если у вас такой нету, да, то в любой пароварке это можно сделать легко. Кладу утку на противень. Снимаю лишнее. Кладу утку на противень. И ставлю утку в духовку 1,5 часа, 100 градусов, да, пар. Ух, как нагрелось хорошо. Гламур. Значит, я нагрел масло до где-то 190, мне нужно где-то 190-180 градусов. И теперь тоже такой опасный момент. Значит, у нас утка немножко влажная, поэтому может быть такое, что будет брызги, да, поэтому я ее промакиваю салфеткой сухой. Как всегда, беременных женщин, детей, кошек, собак мы убираем с кухни предварительно. И берем и аккуратно весело. Ну, главное не ссать, да?
Ну, то есть в оригинальном рецепте, конечно, вы должны взять утку целиком. Это нужен такой огромный вок. Это как бы в домашних условиях невозможно. Но разрезать ее на сегменты, я считаю, проблемы никакой нет. И минута 3-4. Глоток вина, чтобы не было страшно. Проверяем. Вот она становится красивая, золотистая. Вот какая. Значит, если вы работаете с фритюром, главное никогда не пытаться заливать его водой. Если вдруг что-то загорится, что-то будет не так, да, выключайте спокойно огонь, накрывайте крышкой или полотенцем в конце концов, да, но ни в коем случае не добавляйте воды, потому что будет взрыв. Это такое общее правило. Но мы с вами в фритюре готовили много, поэтому уже все знаем, да. А пока утка доходит, я беру кунжутное масло. Наливаю его в тарелочку. Вот, кожа стала хрустящей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, что полный рецепт всегда у меня есть в описании, в ссылке ниже. Поэтому можно готовить легко, да? Мне кажется, я доволен. Все. И подавать ее нужно прям практически сразу. То есть я перекладываю утку сюда. Ой, хорошо не брызнуло. Это я отставляю от греха подальше, чтобы не мешалось. Я беру кунжутное масло и легко смазываю. Сразу пошел совершенно фантастический аромат кунжутного масла. Легко смазываю утку. Раз. Мясо супер нежное, супер сочное. И мне нужно просто красиво положить это на сервировочную тарелку. Мясо воздушное. Оно пропиталось вот этими ароматами специй, в которых я мариновал. Немножко можно окунуть сюда. Это самая нежная утка, которую я ел горячо за долгое-долгое время. Поэтому вот еще один рецепт активной готовки. Замариновать и 5 минут во фритюре пожарить. Да? Все остальное время ожидания, время общения с друзьями, сна. Поэтому не стесняйтесь готовить новые вещи. Пробуйте, смотрите, какая она. Она очень мягкая. То есть, если мы делаем утку традиционным способом, да, в духовке, все равно у нас все это становится такое, ну, довольно сухое. А здесь очень хрустящая ароматная корочка. Слушайте, как хрустит. Мясо нежнейшее. И реально, это очень вкусно. Я очень доволен. Приятного аппетита. Готовьте новое.